Уже 20 лет во главе России стоит один человек – президент Владимир Путин. Человек с репутацией игрока, который не ошибается, который умеет считать. И все эти 20 лет он тестирует мир на прочность, повышая ставки. Население, которое он взял на борт тестируемого изделия, уверилось в положительности исходов любых трюков водителя и даже не пристегивается. Но с чего вы взяли, что вам гарантирована безопасность в этом экипаже? Что наш вождь, водитель-игрок, способен переиграть историю? Turėjo Suomija Rusijos imperijos sudėtyje. Oh yeah, thank you. Because you know I'm all about that bass, about the... Русет საქართველოს ტერიტორიის 20% აქვს ოკუპირებული. Проросійські бойовики з мінометів обстріляли у околиці Мар'їнки. Город над вольной Невой. Но не окажется ли он всего лишь манекеном в тестируемой машине? И очередное стендовое испытание не закончится катастрофой. В моем фильме присутствует вилла Тугенхат, символ интеллектуального и технологического развития европейского общества. Ее автор – Людвиг Мис ван дер Роэ, величайший архитектор-модернист, интеллектуал, был уверен, что едет в разных машинах с Гитлером. «17 января 1969 года на конференции в Доме культуры в Брно в социалистической Чехословакии Грета Тугенхат, бывшая владелица виллы Тугенхат, рассказывала, как они с мужем решились пригласить Людвига Миса ван дер Роэ спроектировать для них дом. Даже для такого центра авангардного искусства, каким был Брно времен Первой Республики, это решение было экстравагантным. Грета Тугенхат до своего переезда в Брно несколько лет жила в Берлине и посещала дом известного торговца искусством Перлса. Пространство, созданное Мисом ван дер Роэ, поразило воображение Греты. Дом резко отличался от принятых в то время в буржуазном кругу. И когда родители Греты сделали ей свадебный подарок, участок в Брно на вершине холма с видом на старый город, Грета знала, что это будет дом ее мечты с окнами до пола, которые так поразили ее воображение в Берлине.
Интересно, что когда 28 лет спустя, вернувшись из эмиграции, поселившись в Швейцарии, семейство Тугенхат построило дом, напоминающий им виллу Тугенхат, они столкнулись с неожиданной реакцией со стороны жителей Сан-Галена. Их дети говорили, что в школе их дом называют свинарником. Настолько стиль дома не соответствовал вкусам обывателей, жителей Сан-Галена. Итак, в 1928 году Людвиг Мис ван дер Рое приступил к проектированию, и в декабре 1930 года вилла была завершена, и семейство с 2 детьми поселилось в доме очень необычном. Последний директор знаменитой школы Баухаус, основанной в 1919 году Вальтером Гропиусом, Людвиг Мис ван дер Рое к концу 20-х годов уже прославился павильоном Германии на выставке в Барселоне. Следующий его проект «Вилла Тугенхат» воплотил в себе основные принципы эстетики Баухауса. Все 20-е годы Баухаус был центром, формирующим идеи архитектуры функционализма. К тому же проявлял свободомыслие с явно выраженным левым уклоном, чем вызывал у идеологов нацизма сильное раздражение. Розенберг называл его антинемецким и рассадником дегенеративного искусства. Продержаться удалось недолго. Уже к 1931 году здание школы в Дессау, спроектированное Гропиусом, было закрыто. Мис ван дер Рое сделал попытку воссоздать школу в Берлине, сняв на свои деньги фабрику, но вынужден был ее закрыть в 1933 году по требованию гестапо. В то время жить в общем пространстве, когда функции гостиной, столовой, зимнего сада, библиотеки объединены, было не принято. Недаром в обществе завязалась дискуссия, обитаем ли этот дом, возможно ли в нем жить. Безусловно, Грета и Фриц Тугенхат обладали передовыми взглядами. Грета была увлечена философией Хайдеггера, и случилось счастливое совпадение представлений архитектора и заказчиков. Архитектор Людвиг Мис ван дер Рое и его подруга Лилия Райх полностью обставили интерьер виллы мебелью, которую сами и спроектировали. Коллекция этой мебели носит название «Брно», и до сих пор мебельные компании воспроизводят дорогостоящие реплики этих моделей. Отношение авторов проекта к своей работе хорошо описывает следующий эпизод. Для занятий дочери Грета купила рояль. Купила и купила. Но поставить в интерьер этой виллы рояль без согласования архитектора было чрезвычайной смелостью. И когда мисс ван дер Рое сообщил, что собирается их навестить, это вызвало панику. Рояль пытались спрятать в подвале, но он не проходил по узкой лестнице. Ситуацию спасло только то, что мисс ван дер Рое в последний момент отменил визит. Муж Греты, Фриц Тугенхат, владелец крупной текстильной компании в Австрии, Силезии и Моравии, чувствовал себя весьма уверенно, и перспективы у молодой семьи были великолепные. Вилла Тугенхат – шедевр мировой архитектуры, образец для подражания. От Лос-Анджелеса до Швейцарии построены тысячи вариаций этой знаменитой виллы. Что же делает ее уникальной? Это не только один из первых примеров архитектуры функционализма и не только первый пример объединения жилого пространства в open space. Главное, что сделал мисс ван дер Рое, это то, что он отказался от декларируемых принципов функционализма и вернулся к понятию «красота». В 1938 году в Чикаго в технологическом институте в своем выступлении Людвиг Мис ван дер Рое ссылается на блаженного Августина. Красота – это сияние истины. Людвиг Мис ван дер Рое находился под влиянием немецкого философа Мартина Хайдеггера, который во многом определил дальнейшее развитие понимания искусства. В своем определении пространства Хайдеггер вывел формулу, которая определяет суть архитектуры. Смысл этой формулы заключается в том, что пустота в пространстве и есть самая главная формообразующая суть архитектуры, и взаимоотношения между пространствами и пустотами
и является способом создания произведения искусства. Если допустить, что искусство есть произведение истины, и что истина означает непотаенность бытия, то не должна ли в произведении пластического искусства стать основополагающей также и истина пространства, что и являет его сокровеннейшую суть, писал Хайдеггер. Между тем в Веймарской республике наступило удивительное время, позже названное «золотыми двадцатыми». Получив помощь от Соединенных Штатов по плану Даллеса, Германия в 1924 году стала выходить из послевоенного кризиса. Люди получили передышку. Это благоприятствовало необычайному всплеску в культурной жизни. На смену довоенной эстетике пришла так называемая новая деловитость. Мисс Ван дер Рой стал адептом этого движения. Но провозглашаемый функционализм в его работах вошел в противоречие с его чувствами. Такое случается только с гениальными художниками. Он оказался в стороне от своих коллег Вальтера Гропиуса, Ле Корбюзье и других основателей стиля, выйдя из очерченных пределов. Сложность его личности допустила возможность прихода нацистов. Эйфория золотых 20-х быстро прошла. 28 октября 1929 года, день биржевого краха Уолл-стрит, вошел в историю как «Черный понедельник». Разразился финансовый кризис, Великая депрессия накрыла Штаты и Европу, и помощь Германии прекратилась. И, казалось бы, утратившие влияние маргинальные нацисты воспользовались наступившей депрессией и в 1933 году захватили власть. А вместе с ними пришла новая эстетика. После Первой мировой войны в Германии сложилась удивительная атмосфера. С одной стороны, там еще до нацистских штурмовиков существовали многочисленные фрайкоры, многочисленные организации, неформальные организации вооруженных людей, парамилитарные отряды. Это были партийные организации по большей части. И с одной стороны поддерживалась благодаря этому определенная такая милитарная культура. А с другой стороны, на другом плече существовала уже тогда в Берлине и во многих немецких городах крупных такая развитая культурного разнообразия. Все стили были представлены, все активно развивалось. Издательство, кино, самые такие радикальные и философски очень глубокие разрабатывались идеи. И это был такой всплеск культурного модернизма. Вот эта Веймарская Германия, она была одновременно и символом крайней культурной привлекательности, потому что, все помнят, наверное, что и в 20-е годы еще, то есть в период Веймарской республики, из Советской России многие интеллектуалы, издатели ехали в Берлин, совместные издания, на многих книгах стоит «Москва-Берлин», выставки. И здесь же рядом шла вот эта страшная схватка, которая началась, быть может, наиболее остро с момента Баварской республики 18 года, когда правые и левые, то есть там, схватились настолько, что были, понятно, что и убийства, и потом казни, суды и так далее. И вот от этого момента, условно говоря, от Баварской республики и до такого важного события, которое случилось в 1933 году в Германии, когда нацисты уже поднялись довольно сильно. Но там было такое региональное убийство. Начались там столкновения уже, и там были уже убиты среди, с одной стороны, штурмовиков, а с другой стороны, среди социал-демократических и коммунистических активистов, которые тоже были вооружены. И там был момент знаменитый, когда
4 нацистов, сев на грузовик, проехали 20 километров, вступили в стычку и убили в результате одного из левых активистов. Это еще было время, когда поддерживалась законность в Германии. Вопрос, все общество требовало, элита требовала тут суда. Их судили и приговорили к смертной казни. В этот момент Гитлер сделал вот это свое историческое заявление, что мы никогда этого не простим. Все эти нацисты встали. Геббельс написал тогда в своем Der Angriff, в своей этой газете, которую он редактировал, знаменитую такую статью под названием, она просто называлась на первой полосе «Евреи виновны». Он обвинял, речь шла о том, что нацисты убили, но при этом за то, что их посадили и приговорили к смертной казни, евреи виновны. Мы никогда этого не забудем, не простим. Это читало все общество. How could it happen that society of the 1930s did not discern the danger of Nazi coming to power? Как вышло, что общество 30-х годов в Германии не разглядело все опасности прихода к власти нацистов? Молодая Веймарская республика была под угрозой с самого начала. Это был результат и цена, которую заплатили за потери в Первой мировой войне, и она была поставлена в уязвимое положение экономическим и политическим кризисом. Демократические силы потеряли влияние. Радикальные националисты боролись с новым государством и возлагали ответственность на ее представителей за поражение в 1918 году. Коммунисты выступали за установление диктатуры пролетариата. В то же время к началу 30-х годов политический кризис Веймарской республики привел к небывалому всплеску парламентской демократии. Избиратели массово давали голоса за Адольфа Гитлера и НСДАП. Он даже получил поддержку у традиционных правящих кругов и героев войны. Серьезный экономический кризис обострил социальное неравенство. Консервативные авторитарные силы использовали это в своих целях, чтобы дискредитировать парламентскую систему. Недостаток демократического сознания и неспособность Рейхстага сформировать большинство по результатам выборов в 1930 году привело к чрезвычайной ситуации. Формирование правительства было крайне затруднено, так как никто не хотел вступать в коалиции, вследствие чего канцлер был вынужден опираться на прямую поддержку президента. Парламент был фактически исключен из процесса управления и влияния на формирование правительства. Было объявлено чрезвычайное положение. Выборы в Рейхстаг в 1932 году привели к тому, что партия НСДАП стала сильнейшей партией в парламенте. Под давлением группы генералов, крупных промышленников, землевладельцев президент Гинденбург назначил канцлером Адольфа Гитлера. После того, как Гитлер возглавил правительство 30 января 1933 года, партия НСДАП немедленно приступила к формированию диктаторского режима, основанного на своих националистических идеях. Есть знаменитый момент, когда кто-то спросил фон Папена: понимаете ли вы, кого вы привели к власти? Речь об этом шла уже после того, как Гитлер был назначен рейхсканцлером. И Папен сказал: не волнуйтесь, мы его наняли. Вот такое было в 1933 году ощущение у фон Папена. Я, когда это место читаю, я часто вспоминаю, что у нас Владимир Путин, когда его, Борис Николаевич Ельцин как-то рекомендовал российскому обществу, то было такое ощущение, что это эффективный менеджер, техническая фигура. Мы наняли его, мы здесь вообще контролируем всю ситуацию, но да, есть какие-то общественные настроения, которые, наверное, было бы хорошо удовлетворить такой фигурой более, может быть, какой-то жесткой, такой более четкой, чем все остальные, более молодой, быть может, и так далее. Вот мы его наняли. Это наняли. У фон Папена кончилось буквально через 2 года полностью. Ничего не осталось от этого найма. Все боготворили фюрера, который дал им счастье, правильное понимание вещей в мире, понимание превосходства немцев над всеми, и из этого вытекающее право править. Если мы превосходим других, то нам просто положено править миром. То же самое в России. Я еще в советские годы имел газету, то ли «Правда», то ли «Известия», с большой статьей
в которой доказывалось, что советский человек – это новая ступень в развитии человечества. Советский человек – это уже лучше человека вообще. Такой расизм. Открытый просто расизм. Что нам просто положено править там всякими такими побочными, там, соседними народами, что они ни к чему. Даже евреи, которые находились на территории Германии, Австрии, да, и стран уже ближе как бы на этих так называемых кровавых землях, как их назвал Тимоти Снайдер, то есть на территории между Германией и Советским Союзом. Эти люди, они, в общем, видели прекрасно. Они же видели прекрасно все. Они видели прекрасно и читали. Они, большинство из них, ведь пролистало «Майн кампф» Гитлера, когда эта книга была только еще написана. И они читали тексты Геббельса начала 30-х годов, когда еще у гитлеровцев не было никаких инструментов власти. Но там было ясно сказано, что евреи являются врагами. Там в 1933 году, когда нацисты сжигали книги, они ведь только оказались у власти. Это был такой промежуток, когда они еще не знали даже о себе, удержатся ли они, да, получив власть. Они жгли книги. И немецкий студенческий союз, значит, распространил знаменитую листовку «12 тезисов», в которой было написано, что кто из немцев пишет по-немецки, но думает не по-немецки, тот изменник. А евреи и все, кто пишет, как бы все эти пишущие евреи, неважно, левые или правые по взглядам, они все враги. Это же все слышали и отдавали себе отчет, но уже по многочисленным свидетельствам того времени, там, ведь опубликованы мемуары этих людей, многих, кто пережил это, и те, кто эмигрировал своевременно, и те, кто остался. По этим мемуарам мы видим, что происходила некоторая адаптация к этому. Это вот самое ужасное, происходила адаптация. То есть люди опирались на старое представление, что это все-таки, такой элемент дискуссии, да, то есть это просто интеллектуальная какая-то позиция, да, она может быть оспорена. Конечно, никто не предполагал в тот момент, за исключением очень чувствительных людей, да, то есть там Вальтера Беньямина, который уехал, там Ханна Аренд, список довольно большой интеллектуалов, которые видели эту угрозу и сразу поехали. Кто-то чувствовал. Вот Милош, который не был евреем, который был просто поляк, он же был поэт-катастрофист. У него все ранние стихи о том, что приближается катастрофа. В ранние 30-е годы и в поздние 30-е годы, и потом, когда уже произошла эта катастрофа, он продолжал писать в Варшавском подполье. Были люди, которые это понимали, но я бы, наверное, не стал сопоставлять Лени Рифеншталь, которая поддерживала Гитлера, снимала его и, так сказать, приходила от него в восторг, как очень немалая часть немецкого народа в те годы. Но Мес ван дер Роhe был человек более политичный, я думаю, но просто не понимал, не чувствовал. Многие не чувствовали. Многие, в том числе даже евреи, не чувствовали, что приближается смерть. В конце концов, это касается не только евреев. Это, конечно, Холокост – это единственное в своем роде событие, но ведь от нацистов погибли многие русские, многие украинцы, многие литовцы, и уж тем более многие поляки. И, кстати говоря, многие немцы. Так что кто чувствовал, кто нет. Это зависит наверное, от психологического состава личности и немножко от того, так сказать, старается ли человек уловить эти волны, расходящиеся по Вселенной, или он думает только о каждодневном, о своем каждодневном ремесле, как это, видимо, думал Мес ван дер Роhe, и так далее. Это по-разному складывается. Но вот Милош – прекрасный пример писателя, который ощущал кожей и всеми фибрами души, что приближается нечто весьма и весьма неприятное. Надо сказать, что какая-то часть такого образованного класса,
в том числе, скажем, знаменитая семья Маннов, да, то есть Генрих Манн и его семья, и Томас Манн, они уехали сразу, будучи немцами, при том, что Томас Манн, как известно, во время Первой мировой войны и сразу после был сторонником национального возрождения. Ему эта тематика была близка, как немцу. Он считал себя консервативным мыслителем и по взглядам был консерватором. Тем не менее, они уехали сразу. И некоторые еврейские интеллектуалы уехали. Но дело в том, что те, кто оставался, они, в общем, сопротивлялись с позиции, конечно, левого антифашизма, это известно. Они располагали языком сопротивления, они много писали. Нельзя сказать, что не было борьбы. Борьба была очень активная, потому что такие знаменитые писатели, как, скажем, немецкий писатель Толлер, драматург, да, или Брехт, да, как бы они продолжали, значит, активно показывать ужас войны. И очевидно, что это делал Ремарк, оставаясь на таких же позициях. Но тот язык, на котором они говорили, и то описание недопустимости насилия, которое они создавали, оно оказалось быстро как бы вытеснено более сильным эмоциональным подъемом. Ведь дело в том, что когда гитлеровцы, это очень важный момент, они получили в руки государственный аппарат, с этого момента они стали очень активно говорить, что это мировоззрение является упадочным. Да? То есть вы выступаете с позиции упадочного мировоззрения. Человек должен быть здоровым, сильным. Они же не говорили, что они хотят воевать, ни в коем случае. Они выступали в тот момент с некоторым общим таким мировоззрением реванша, но они еще не говорили о войне. Больше того, Гитлер постоянно в это время заявлял, что он выступает сторонником мира, сторонником как бы улаживания отношений со всеми партнерами и странами. Это была официальная риторика Германии. Но при этом фундаментальным было то, что они стали, пользуясь государственным аппаратом, проповедовать и очень активно мысль о том, что вся эта культура, неважно, она немецкая или еврейская, культура после Первой мировой войны, она упадочная, дегенеративная, да, дегенеративное искусство. Этому должно быть противопоставлено, так сказать, здоровье, да, культ сильного духа, культ преодоления, да. Этому очень трудно противостоять, потому что действительно мировоззрение тех, кто видел последствия Первой мировой войны и чувствовал приближение как бы новой волны насилия. Конечно, это было очень такое индивидуалистическое, понимаешь, очень личное, очень острое ощущение. Ты его с трудом можешь как бы сделать социальным фактором. Вот. И понятно, что в тот момент эта вся эстетика, в каком-то смысле слова эстетика, силы, духа, такого эстетика победы, она одержала тогда большую победу и успех, как бы, и захватила большие группы населения. The Democratic parties, SPD, Center and the German Democratic Party spoke. С ростом успеха партии НСДАП в Германии художники, ученые, журналисты, интеллектуалы выступали против. Они понимали, что этот режим ведет Германию прямо к войне. Поэт и сатирик Курт Тухольский говорит о безысходности. «Германия, неужели ты не видишь этого?» в поэме «Германия, проснись» в 1930 году. 2 года спустя он пишет сатиру «Гитлер и Гёте» для известного немецкого издания «Die Weltbühne». Карл фон Осетский, главный редактор «Die Weltbühne», опубликовал статью немецкого летчика Вальтера Крайзера, в которой разоблачал нарушение нацистами условий Версальского договора военной авиации. Они оба были арестованы за разглашение военной тайны. В 1933 году после назначения Гитлера рейхсканцлером и поджога Рейхстага начались гонения на демократов, социалистов и коммунистов. На утро после поджога Рейхстага Карл фон Осетский был арестован гестапо и помещен сперва в берлинскую тюрьму, а затем в концентрационный лагерь Зонненбург. Высочайшего художественного уровня антифашистская графика художника-дадаиста Джорджа Гросса, так же как и фотоколлажи Джона Хартфилда, стали легендой и символами антинацистской борьбы в Веймарской республике. Писатель Леон Фейхтвангер, который эмигрировал и книги которого в том числе жгли нацисты в 1933 году,
В своей новелле «Успех. 3 года из истории одной провинции» остро описал политическую картину в Баварии, в которой Гитлер показан как Руперт Куцнер. Баварцы ворчали. Они не желали заглядывать вперед. Им дела не было до более разумно устроенной Европы. Они желали жить, как жили до сих пор в своей прекрасной стране. Широко, шумно, сытно. Немного искусства, музыки, побольше мяса, пива и женщин. Почаще праздники, а по воскресеньям здоровая потасовка. Они были довольны тем, что есть. Пусть оставят их в покое все эти приезжие. Национал-социалисты также считали своими врагами консерваторов, таких как мюнхенский журналист Фриц Герлих, который считал идеологию Гитлера убийственной. После пивного путча 1923 года Герлих резко выступил против Гитлера. При поддержке католических кругов он с 1930 года выпускал журнал «Прямой путь», в котором разоблачал нацистский режим как преступный. Герлих был арестован гестапо в 1933 году и заключен в концлагерь Дахау, где 30 июня 1934 года он был убит во время так называемой «Ночи длинных ножей». Один из группы молодых социал-демократов в Рейхстаге, Курт Шумахер, много раз атаковал Геббельса и НСДАП в своих выступлениях в Рейхстаге, а в 1932 году он назвал гитлеровскую пропаганду обращением к свинству. 6 июля 1933 года он был арестован гестапо. Почти все годы, пока нацисты были у власти, он провел в разных концлагерях, в том числе в Дахау. Almost the entire period of the Nazi rule, he was therefore in one of the concentration camps, for example, here in Dachau. Хайдеггер стал членом нацистской партии в 1933 году и оставался им до конца Второй мировой войны. Несколько лет назад были опубликованы черные тетради Хайдеггера, которые добавили к его образу еще и открытую юдофобию. Людвиг Мис ван дер Роhe не был членом партии, но ему не претило сотрудничество с режимом. Несмотря на хлопоты его друзей, влиятельных членов НСДАП, его творчество не находило отклика у нацистов. Баухаус был закрыт в 1933 году, сразу же после прихода Гитлера к власти. Во всем этом переходе, во всем этом переходе огромную роль сыграла эстетика. Борис Гройс, знаменитый философ и теоретик, опубликовал свою знаменитую книгу, которая по-русски называется «Стиль Сталин», но она называлась «Gesamtkunstwerk». Сталин, да? Он этим хотел подчеркнуть, этим немецким словом, что это не просто художественный стиль, а это само это слово немецкое, оно как бы восходит к Рихарду Вагнеру, который ставил такую мощную задачу себе создать такую надчеловеческую музыку, попросту говоря, если несколько огрублять. То есть музыку, которая и эстетику, которая превосходит индивидуализм и вот это персональное существование человека. То есть нечто такое по мощи своей, ставящее человека внутрь такого, как бы сказать, почти такой античной природности, что ли, такой, хтонической такой. И Гройс в этой книге своей, он настаивает на том, что, и обращает внимание, до него и многие обращали тоже на это внимание, что в стилистике, в художественной нацистской стилистике, ну, примерно то же самое, что в то время было и в других странах. И в американской архитектуре мы находим вот то же самое обращение к античной архитектуре, реминисценции, и одновременно к классицизму, и символика, пересекающаяся, все эти так называемые фасции, да, то есть связанные колосья или античные топорики. Это все есть, и мы видим и в американской архитектуре этого времени, и в Северной Европе, и потом это появилось, как удивительно, оно появилось и у Сталина тоже. Мы все это, наше детство прошло на фоне этих фасций. Вот. Эти фасции Муссолини сделал вообще как бы символом, идейным символом своего фашизма, потому что вот это вот эти, так сказать, как у нас говорится в русской поговорке, значит, отдельный прутик сломать легко, а веник невозможно. Так вот это все было общее.
из этого возникает такая идея, что, ну посмотрите, ведь это общая эстетика времени, она пришла вслед за экспрессионизмом или авангардом, сменила это везде, она, как говорят наши сталинисты сейчас, она же просто отражает такую новую эпоху индустриализма всего-навсего. Но если мы посмотрим на сталинский СССР и на нацистскую Германию, то мы увидим, что в отличие от этих других государств того времени, в этих двух политических моделях не просто происходило утверждение этой новой эстетики, а оно происходило за счет того, что подвергались сегрегации и даже физическому уничтожению сторонники другой эстетики. Одно дело, у вас просто развивается художественный стиль, а другое дело, когда вы проводите партийное собрание и говорите, что перед вами вот художник, который не отвечает народному духу, и его выкидывают с выставок. Собственно говоря, что и было сделано в Германии в 1933 году и в 1934, когда уже, значит, когда Геббельс начал организовывать первые выставки, и знаменитую выставку правильного искусства в Мюнхене, да, где было 900 работ уже представлено, которые были призваны показать, что такое это вот искусство, отвечающее немецкому духу, в отличие от всего остального упаднического, дегенеративного или формального. Да? Но надо заметить, что буквально в это же время, если взять такую прямую параллель, вот 1933 год, они сжигают книги, значит, писателей, но в это время, буквально через 3 года, в Советском Союзе не просто же происходит переход, например, в архитектуре и музыке от форм авангарда к новым формам. Это происходит за счет избиения Шостаковича, да, то есть сумбур вместо музыки, программная статья, после чего человек должен сидеть и ждать ареста. Вечером 11 марта 1938 года федеральный канцлер Австрии Курт Шушник объявил о капитуляции в ответ на ультиматум Гитлера. 12 марта он уже был арестован и сослан в концлагерь Дахау. В ту же ночь уже начались еврейские погромы. Новая власть арестовала более 70 тысяч человек, которые могли бы оказать сопротивление. По результатам референдума 10 апреля 1938 года был объявлен так называемый «Аншлюс» или аннексия Австрии. – 12 марта Грета с детьми покинула Брно. Они будут жить в Швейцарии, а потом бегут в Венесуэлу. Еще с 1933 года Грета Тугенхат работала в местном комитете Французской лиги по правам человека, помогала еврейским беженцам из Германии и прекрасно понимала, к чему все идет. Разные были художники. Были художники, которые занимались барабанным боем, которые говорили: мы пройдем, мы победим. Мы, так сказать, покажем остальным, как уважать нашу родину Германию, которая была подавлена, разоружена, так сказать, поставлена на колени. Вот мы ее, наш вождь поднял ее с колен, а мы можем только это приветствовать. И писали об этом. Фильмы делали, но очень многие писали. Но серьезные художники, Томас Манн эмигрировал, Брехт эмигрировал, хотя нацисты с ним флиртовали, пытались его перетянуть на свою сторону. Великий австрийский писатель Йозеф Рот, он в 1933 году написал Штефану Цвейгу письмо. Там такие 3 предложения были. Он написал: приближается война. Не обольщайтесь. Точка, да? Ад пришел к власти. И он уехал сразу. Затем и Цвейг уехал, и так далее. Это были люди, которые прошли опыт Первой мировой войны. У них, очевидно, было обостренное чувство насилия, поскольку они прошли через ужас предыдущей войны. И они очень ясно видели приближение новой войны и чувствовали его.
Но рядом с ними, в Германии в то же время, были люди, которые не только чувствовали приближение войны, но они, в общем, как бы сказать, и двигались к ней, они ее хотели, потому что в это время уже ходили штурмовые отряды в большом количестве, весьма бодрые, масса людей с оружием, и этим людям вовсе не казалось, что война, несмотря на то, что еще недавно она у них была, как бы, что она является чем-то трагическим или каким-то ужасным или недопустимым. И казалось наоборот, что война – это в каком-то смысле слова торжество духа. «30 сентября 1938 года в Мюнхене Чемберлен, Даладье, Гитлер и Муссолини подписали секретное соглашение. Мюнхенский сговор предполагал передачу Судет Чехословакии Германии. Семейство Тугенхат поселилось в Швейцарии, в Сан-Галене. Фриц вынужден был задержаться на несколько месяцев. На вилле с ним оставались гувернантка и шофер с женой. Впрочем, к всеобщему огорчению шофер оказался приверженцем идей национал-социализма. «15 марта 1939 года флаги со свастикой были подняты над Брно. Фриц успел бежать и присоединился к семейству в Сан-Галене. А вот родственники, богатые, имевшие полную возможность к спасению, родственники Тугенхатов недооценили опасности. Мать отца Греты и ее сестра с мужем Ричардом Шварцем и 2 детьми были отправлены в Терезин и позже сгинули в концлагере Аушвиц. Отец матери Греты был убит при попытке бежать. До окончательного решения еврейского вопроса оставалось совсем немного времени. Один богослов, если не ошибаюсь, сказал, что есть тело, душа и дух. Вот душа – это тоже тело, только хуже. Она слабее, она более поддается искушениям, она более ранимая и так далее. Но дух – это нечто другое. Дух – это вот та искра Божья, которая в нас заложена, которая есть все-таки в каждом. Но, конечно, на каком-то метафизическом страшном суде нам придется отвечать за то, как мы себя вели, за то, что мы на этом свете делали, кого мы на этом свете поддерживали. Это, несомненно, так. Ну, этот суд – это может быть то, что мы сделали, то, что мы сказали, то, что мы написали. Экзистенциалисты говорят, что человек состоит из ряда своих выборов. Вот что он выбрал в какой момент, вот это вся совокупность этих выборов, это и есть человек. Ну, если вы выбрали то, что выбрали Киселев и Соловьев, суд будет одним. Если вы выбрали то, что Лени Рифеншталь, суд будет одним. Если то, что Томас Манн и Брехт, будет другим. Это именно искушение. Именно поэтому часто многие люди, не чуждые, в том числе и немецкие, и еврейские интеллектуалы, и российские интеллектуалы, многие, не чуждые какой-то религиозному мировоззрению, всегда писали, это не метафора даже для них была, что это ад. То есть это, вообще говоря, присутствие врага человеческого внутри истории. В сентябре 1944 года в своем кабинете на Вильгельмштрассе в Берлине министр пропаганды Третьего рейха Геббельс просматривал только что принесенный ему материал со съемок в Терезинштадте. Гиммлер предпринимает ускоренное выселение евреев из еврейских городов в восточные гетто. Я предложил проводить здесь киносъемки в широком масштабе. Этот материал будет очень полезен в будущем для воспитания нашего народа, записал в своем дневнике Геббельс.
Съемки были постановочные. Целью их было создать впечатление у стран Запада о цивилизованном обращении с евреями. Лагерь назывался пересыльным, поскольку было заявлено, что конечным пунктом для интернированных лиц будет Палестина. Все это была откровенная ложь. Всего в период с 42 по 45 год было снято 3 фильма, в том числе «Фюрер дарит евреям город». В этих постановках заключенных заставляли изображать насыщенную жизнь. Абсурдные сюжеты вроде открытия банка еврейского самоуправления или соревнования по прыжкам в бассейн, постановка оперы Оффенбаха, сказки Гофмана и концерт симфонического оркестра под управлением пражского дирижера Карла Анчерля. Как только съемки были закончены, актеры, включая маленьких детей, были переправлены в Аушвиц. В своем дневнике Редлих, зав. Отделом молодежи самоуправления Дрезденского гетто, записал: «Снимают фильм о жизни в гетто, прекрасное кино. В нем можно будет увидеть евреев, живущих счастливо и беззаботно, в радости и покое. Даже египетские фараоны не стали бы снимать детей, которых собираются убить». «20 января 1942 года в небольшом курортном местечке на озере Ванзее под Берлином Рейнхард Гейдрих, обергруппенфюрер СС и глава протектората Богемии и Моравии, собрал секретное совещание на вилле Марлир, где и был окончательно решен еврейский вопрос. Так, в уютной обстановке, с бокалом хорошего вина, посреди идиллического пейзажа Берлинского парка миллионы евреев были отправлены на смерть.